После смерти мужа Сандра сделала то, чего никто не ожидал. Она сменила свой особняк на очень скромный старый трейлер. Резкая перемена образа жизни настолько обеспокоила всех, кто ее знал, включая ее новых соседей, что в конце концов они вызвали полицию. Но то, что обнаружили прибывшие полицейские, лишило их дара речи. Сандру всегда любили в городе, и она снискала себе широкую известность как женщина с золотым сердцем. Ее благотворительная деятельность и вежливость по отношению к нуждающимся заняли достойное место в сердцах всех людей. Поэтому, когда после смерти мужа она решила переехать из своего поместья в трейлер, жители города были по-настоящему ошеломлены. Хотя такое скромное решение было не совсем в характере Сандры. Оно вызвало удивление у тех, кто ее знал. Она не стеснялась выставлять на показ свое широко разрекламированное состояние. И многие были обеспокоены тем, что в трейлере не было никаких мер безопасности, которые были предусмотрены в ее особняке. Что, если кто-то нацелился на нее из-за денег? Семья Смит была более внимательна к своей новой соседке, чем другие соседи. После того, как прошло несколько дней без каких-либо признаков присутствия Сандры, ни света, ни движения, ни даже тени за занавесками, их беспокойство усилилось. Мария Смит захотела провести расследование, прежде чем обращаться к властям. Когда вечер окрасил небо в яркие оттенки оранжевого, красного и фиолетового, Мария пошла к трейлеру Сандры. Что-то в темноте внутри показалось ей неправильным. Обычно в это время Сандра включала свет. У двери Мария попыталась успокоиться. «С Сандрой все в порядке. Возможно, я слишком остро реагирую», – прошептала она себе под нос, нажимая на кнопку дверного звонка. Звон слабым эхом отразился от тонких стен, но внутри ничего не шелохнулось. Внезапно снизу донесся звук, от которого она чуть не подпрыгнула на месте. Она посмотрела вниз, чтобы найти виновника. Очаровательная кошка только что вошла через дверь для домашних животных и терлась о ее ногу. Все еще удивленная, Мария вернулась в свой дом и позвонила в 911. Диспетчер внимательно выслушал объяснение Марии о ситуации. «Я беспокоюсь о ее безопасности. Я не видела ее несколько дней. Обычно я вижусь с ней каждый день», — сказала Мария. На вопрос, не может ли Сандра просто отсутствовать, Мария энергично покачала головой. «Нет, она всегда дает мне знать, что происходит, даже когда ей нужно идти к врачу. Она определенно дома», — сказала женщина. В одно мгновение тихий район наполнился звуками приближающихся сирен. Прибыли полиция и скорая помощь. Их световые сигналы окрасили темнеющую улицу в красные и синие цвета. Полицейские, которые вошли в трейлер, замерли в благоговейном страхе. Скромный внешний вид скрывал невероятную тайну. Это небольшое помещение было превращено в оазис изысканности. Несмотря на небольшие размеры, каждый дюйм в нем отражал утонченный вкус. Современные развлекательные системы гармонично сочетались с мебелью высокого класса, создавая оазис неожиданной изысканности. Контраст был поразительным. Снаружи трейлер едва ли можно было отличить от окружающей обстановки, в то время как внутри открывался совершенно другой мир утонченной, сдержанной роскоши. Офицеры были еще больше потрясены последними находками в трейлере Сандры. Сначала их удивила чистота внутри. Но то, что произошло дальше, никто не мог предвидеть. Когда один из полицейских случайно коснулся чего-то похожего на декоративную панель на стене, она поддалась прикосновению его пальца и распахнулась, открывая скрытый дверной проем.
Их фонарики освещали узкий проход, стены которого служили галереей воспоминаний, фотографий и памятных вещиц, аккуратно расставленных, как в частном музее. Как они выяснили, проход проходил через трейлер и вел в уединенную часть парка, хорошо скрытую густой растительностью. Это объясняло призрачные появления Сандры и ее уходы. Она только что создала свой собственный потайной вход, хорошо скрытый от посторонних глаз. Но почему? Разгадка крылась в коллекции личных вещей рядом с коридором, дневниках, в кожаных переплетах и пачках старых писем, страницы которых были исписаны изящным почерком Сандры. Записи рисовали портрет женщины, измученной невидимым давлением. После смерти мужа она писала о том, что чувствовала за собой слежку, о голосах, которые, казалось, следовали за ней как тени. Ее слова, казалось, выражали нечто большее, чем угрозу скорби, скорее тревогу, которая заставила ее построить это тщательно продуманное убежище секретности. Когда новости о тайном мире Сандры просочились в город, местные жители, которые снова и снова проходили мимо ее скромного трейлера, были шокированы. Полицейское расследование начало выявлять связи с фигурами из прошлого, старыми знакомыми, друзьями Сандры, и, что самое удивительное, родственником, у которого с Сандрой были ожесточенные споры и неразрешимая вражда. С добавлением этого родственника история Сандры еще больше усложнила тайну, которая и без того была слишком сложной, и наводила на мысль, что ее бегство в трейлер было не просто эксцентричным решением вдовы, но исчезновение было продуманным. Секрет Сандры был связан с ожесточенной борьбой за наследство с дальним родственником. Семейная ссора из-за наследства переросла в нечто гораздо более серьезное, борьбу не только за богатство Сандры, но и за ее чувство безопасности. Улики, найденные полицией при ходе расследования, вывели на след таинственного сообщника, который помог Сандре создать ложный потайной ход и инсценировать ее исчезновение. Личность этого таинственного благодетеля оставалась неуловимой, появляясь лишь в виде тени на кадрах наблюдения, сделанных соседней камерой. Зернистые видеозаписи демонстрировали постановочную сдержанность Сандры, тайные встречи с какой-то неизвестной фигурой, выполненные с практической точностью. И с каждым кадром возникало все больше вопросов. Кто был этот таинственный спутник и что они планировали? Это узнали из наименее вероятного места – хижины, спрятанной глубоко в лесу. Там детективы нашли Сандру живой и спокойной. Только когда новости о ее обнаружении начали распространяться по городу, Сандра, наконец, рассказала правду. Угрозы со стороны члена ее семьи становились все более зловещими, и она была вынуждена совершить это очень тщательно продуманное исчезновение. Роскошный интерьер трейлера был задуман как хитроумный обман, прикрытие ее истинных намерений скрыться в простоте. В тишине своего лесного убежища Сандра рассказала больше о своем прошлом. Властный характер ее покойного мужа бросил длинную тень на ее жизнь. Спор о наследстве стал последним толчком, который ей понадобился, чтобы освободиться. Ее побег в хижину был не просто бегством от опасности, это было ее декларацией независимости. Хотя Сандра извинилась за то, что причинила столько страданий окружающим ее людям, которые искренне заботились о ее благополучии, она ни капельки не раскаивалась в своем решении. Она объяснила, что ей было необходимо исчезнуть и вернуться к мирной жизни, о которой она мечтала, но так и не смогла. В конце концов, история Сандры вышла за рамки тайны, которая ее окутывала.
То, что казалось историей предательства, стало историей освобождения. Преднамеренное бегство женщины из позолоченной клетки своего обремененного прошлого к подлинной простоте, о которой она всегда мечтала. Вдали от любопытных взглядов и перешептывающихся угроз, Сандра получала в этой новой жизни то, к чему стремилась все это время. И это была не роскошь или статус, а свобода жить на своих собственных условиях. Дорогие зрители, а какую жизнь выбрали бы вы? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.